Доброго ранку мы с Кавказу. Итак, где у нас случилось? 139-й день войны. Опять воздушная тревога по всей Украине, опять взрывы в Николаеве. Во время оперативной паузы, или там стратегической, или как они там называют, паузы, Россия продолжает убивать людей в Украине. К этому невозможно привыкнуть, к этому нельзя привыкать, хотя в России очень хотят, чтобы к этому привыкли, это было как бы обычным явлением, обыденностью. Нет, обыденностью это не станет. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал 3 возможных сценария завершения войны. Первый. Возвращение на позиции сторон образца 23 февраля с дальнейшими переговорами доброй воли. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Второй. Украина будет перемалывать вооруженные силы Российской Федерации до конца этого года, либо с продолжением противостояния в начале 23 года. И третий. Развал Российской Федерации на несколько субъектов. Как говорится, выбирайте, что вам больше нравится, и пишите в комментариях. Но, надеюсь, ваш выбор будет ответственным. А теперь интересная новость. Иран планирует поставить сотни боевых беспилотников в Россию для использования в войне против Украины. Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это подтверждает данные о том, что российские военные сталкиваются с трудностями в обеспечении войск вооружением после понесенных потерь. Что ж, если эта информация подтвердится, это будет означать только одно. Иран выбрал сторону. Ну или сторона не выбрала Иран. Давайте посмотрим, что это значит для Южного Кавказа. Во-первых, дополнительные угрозы для региона со стороны Ирана и России. Путь к едва ли единственному потенциальному союзнику России идет именно через нас. Во-вторых, увеличение роли Азербайджана для США, а это значит увеличение поддержки от Турции, хотя куда уж больше, и Израиля. А также прямой военной помощи, привет 907 поправки. Необходимость вывода Армении из геополитической орбиты России, срочного вывода. И решение вопроса по Грузии. Позиция ни 2, ни 1,5 не может больше удовлетворять коллективный Запад, которого нет. Впрочем, об этом попозже. А теперь для США что это означает? А это означает необходимость развития идеи арабского НАТО. Помните, такое было при Трампе? Урегулирование всех противоречий с Турцией, ценность которой резко возрастает в сложившейся ситуации. Здесь ключевые моменты отношения Турции с Израилем, саудитами и греками. То же самое можно сказать и о Саудовской Аравии, и о других монархиях залива. То есть США придется содействовать созданию коалиции между Израилем, арабским НАТО и Турцией. А точками противостояния будут все те же Ирак и Сирия. И, конечно, это завязано на безопасность Черного и Каспийского моря. По последнему, кстати, Россия наверняка постарается использовать Иран для блокировки маршрутов транспортировки энергоносителей через Каспий в Европу и Центральной Азии. Как американцы будут решать эту сложную проблему, ну, будем посмотреть. И чтобы 2 раза не вставать сразу же о делах наших скорбных, вот кто бы объяснил нашим политикам из правящей партии, тех, которые ушли, которые остались, неважно, что пора бы тормознуться и оглянуться. Смотрите, если американцы приняли решение умножить политическое и финансовое состояние Иванишвили на 0, депутаты парламента и даже депутаты Халцихского закребола ему вряд ли уже помогут. А если такое решение еще не принято, то они могут только навредить. Про вред стране я не говорю, они не знают, что это такое. Просто исходя из разумного эгоизма, им лучше бы помолчать. Конечно, можно надеяться на то, что Путин победит, а США развалится. Ну а что если нет? А что если дивный новый мир, который уже накопил достаточно информации Big Data и уже выработал хоть и кривые, но все-таки алгоритмы, начнет обкатывать обнуление конкретных несознательных граждан? Напоминаю, Google уже очень хорошо переводит с английского. А чебурнета как не было, так и нет. Меня это беспокоит, так как это будет влиять на рейтинг моей страны, потому что геолокацию тоже никто не отменял. Но черт подери, неужели так трудно понять этим ребятам, что троллинг Арестовича и Подоляка не был самодеятельностью? Это было предупреждение. Впрочем, кому я это все говорю, это глаз вопиющего в пустыне.
Пусть каждый возделывает свой сад. Это не я, кстати, сказал, это Вольтер, если что. Ну а в Украине погиб еще один грузинский военный, его звали Каха Гоголь. Ветеран Абхазской войны, уехал в Украину из Поти, и через две недели после начала боев он сразу же уехал практически. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара. Судя по фамилии, предки у парня были с Украины. Наиболее пассионарных борцов с царским режимом с Украины ссылали на Кавказ. С тех пор у нас в селах Западной Грузии немало Гоголей, Сергеенко, Мартыненко. Вечная слава герою. Переходим к новостям Азербайджана. Шарль-Мишель в телефонном разговоре с президентом Ильхамом Алиевым выразил четкую поддержку всем предложениям Баку относительно постконфликтных реалий. Интересно, не правда ли? Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сделал ряд важных заявлений по Азербайджану. Турция и Азербайджан продолжают сотрудничество в области оборонной промышленности. Это раз. Азербайджан наш брат, сказал Хулуси Акар. Пусть никто не сомневается в этом. Мы действительно два государства, одна нация. Особенно после 44-дневной успешной операции мы, можно сказать, стали единым целым с нашими азербайджанскими братьями. После Второй Карабахской войны в связи с связи двух стран углубляются и расширяются. Армии проводят совместные учения, мы действуем как единая армия, делаем все возможное для очистки территории от мин. И совместная деятельность Азербайджана и Турции не направлена против третьих стран, это делается для безопасности Южного Кавказа и на благо всех в регионе. Ну, если считать, что России в регионе нет, то тогда на благо. Что касается Армении, да, я считаю, что это не против Армении, а против российской политики в Армении. Поэтому давайте различать. Резван Гусейнов написал у себя в телеге, что сперва все стали экспертами по здравоохранению, затем военными экспертами, а скоро мы станем аграриями и экспертами по продовольственной безопасности. Он прав, но хотелось бы, чтобы он ошибся, но вы меня поняли. Кстати, по продовольственной безопасности на этой неделе мы действительно уделим много внимания продовольственной безопасности, потому что тема, черт побери, актуальная. Переходим к новостям Армении. Президент Армении Вахт Хачатурян встретился с сопредседателем Координационного совета армянских организаций Франции, главным редактором издания «Новель де Армении» Арат Араняном. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью греческой газете Катимирини заявил, что руководство страны готово установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу между двумя странами. Суд принял к производству исковое заявление Генеральной прокуратуры о конфискации имущества и активов незаконного происхождения общей стоимостью, мать моя женщина, более 8,2 миллиардов драмов у экс-начальника охраны Сержа Сарксяна Вачагана Казаряна. Об этом заявил советник генерального прокурора Гор Абрамян. Хорошо быть начальником охраны президента. Круто. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян в интервью общественному телевидению заявил, что армяно-турецкие отношения будут регулироваться без предусловий. И я не знаю, с чего оппозиция распространяет заявление о предусловиях, сказал Григорян. Другие новости. Минфин США составил список стран, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь. Так, перевалочными пунктами для отправки в Российскую Федерацию товаров называются, внимание, Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан. Заметьте, Азербайджана в списке нет. Это то, о чем мы говорили с Ковчаком. Теперь по газовой теме. Транспортировка отремонтированной турбины для Северного потока из Канады может начаться уже в июле. Но вопрос в том, насколько «Газпром» увеличит прокачку по газопроводу после возвращения турбины, остается открытым. До сих пор не ясно, где будут ремонтироваться оставшиеся машины. Об этом пишет «Коммерсант». Насчет увеличить вопрос политический. Пока Россия прекратила подачу газа по Северному потоку,
до 21 июля. Еще раз повторю, вопрос, конечно, политический. А где будут ремонтироваться оставшиеся машины, вы знаете, это может и не понадобиться. Я думаю, что время газового шантажа подходит к концу. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 18 июля 2022 года. До 18 июля оптимисты временно ограничены полеты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Да, действительно, я бы назвал это оптимизмом, если бы не постоянное продление этого режима с конца февраля. Денацификация, говорите, да? Привет курортному сезону в Сочи. Новости из Великобритании. Глава МИД Великобритании Ли Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы консервативной партии и премьер-министра. Ну что тут скажешь, удачи, Лиз. Мы в нее верим. Президент Байден, пишет Нью-Йорк Таймс, сталкивается с тревожным уровнем сомнений внутри собственной партии. 64% избирателей демократов заявили, что они предпочли бы нового знаменосца в президентской кампании 2024 года. Это согласно опросу Нью-Йорк Таймс Сиена Колледж. Поскольку избиратели по всей стране не верят в его лидерство и дали ему только 33% рейтинг одобрения. Ну что сказать, сложившаяся ситуация прекрасный тест для демократии. Для того, чтобы не Байдену быть следующим президентом, это не обязательно, а для того, чтобы просто демократы сумели показать достойные результаты на выборах в Конгресс, нужно всего ничего. Необходима победа Украины и увеличение объема нефти на рынке. Все просто? Да. Все сложно? Конечно. Так что будем посмотреть. Всем хорошего дня, верим в ВСУ и слава Украине!